Привет, мои дорогие девочки! У нас сегодня будет гадание. Это зомби Таро. И мы с вами посмотрим такую тему, как к тебе относятся люди. Но мы будем смотреть, девочки, на три варианта, да? Потому что один — это как мы сами себя видим. Я думаю, вы и так прекрасно видите сами себя, да? И мы посмотрим, как к тебе относятся другие люди, то есть вот впереди. Отрицают они тебя, признают, любят, не любят, нравишься ты им, не нравишься. Давайте посмотрим. Первый вариант, как к тебе относятся люди. Второй вариант, как к тебе относятся люди. И третий вариант, как к тебе относятся люди. И давайте посмотрим, мои дорогие. Это такое гадание сделаем. Вообще, вот когда они тебя в первый раз видят, да, или когда ты с ним заговариваешь, такие вопросы у многих в голове крутятся, девочки, да. То есть, хорошо или нехорошо, приходится ли лезть вон из кожи, чтобы кому-то понравиться, не приходится. Давайте посмотрим, мои дорогие. Ну что, первый, второй, третий вариант. Ну что, вы загадали? Смотрим, мои дорогие. Так, первый вариант. Как к тебе относятся люди? Восьмерка хазардов. Не все, вот когда они тебя видят, они не понимают, что от тебя ждать, да. То есть ты такой вот кот в мешке, скажем так, для многих. Это относится по-любому нейтрально, да, и они ждут от тебя сначала каких-то реакций, каких-то твоих слов, твоего поведения для того, чтобы понять, кто ты есть на самом деле. Как к тебе относятся люди? Да, ты их запутываешь. 17-й старший аркан звезда. В основном, девочки, вас видят как какую-то загадку. Как мужчины, так и женщины. К чему это приводит? 17-й старший аркан еще говорит о том, что вот когда на тебя люди смотрят, они не знают, что от тебя ждать, что не ждать. И тут есть и хорошее, но и плохое есть. В чем оно заключается? Вот эта девятка хазардов, они думают, можно ли с тобой дружить или нельзя. Но очень часто по 17-му старшему аркану звезда, ну, девятка хазардов, она еще и зависть обозначает. То есть многие вот на тебя смотрят и думают, начать ли тебе завидовать или не начать. И когда ты начинаешь с людьми общаться, есть хорошие люди, которые вот с тобой вот прям по звезде, да, общаются по 17-му старшему аркану. То есть вы начинаете дружить, про тебя очень хорошо думать и все остальное. Но есть ушлые, пошлые, подлые, те, которые начинают тебя копировать. И вот обращай внимание всегда на то, вот когда ты уже пообщалась с человеком, когда тебя так вот обсматривают с ног до головы, да, а возможно уже ты можешь замечать, что тебя копируют, вот это ушлые и подлые, понимаешь? Те, которые, они могут даже улыбаться тебе в лицо, там с тобой хорошие какие-то отношения поддерживать, как будто бы хорошие, да? Но если ты явно увидишь, что за тобой повторяют, тебя копируют, лучше с ними не дружить, лучше с ними не общаться, где-то уходить даже, да, просто вот нейтральные отношения поддерживать и, в принципе, никогда не звонить и не общаться. Давайте еще посмотрим, как к тебе относятся люди. 21-й старший аркан. Ну, потом вылезает то, что ты такая, знаешь, не то, что навязываешь свое мнение, но по 21-му старшему аркану ты больше такой, знаешь, учитель, предводитель, лидер, даже в душе какой-то педагог, судья, да. И немногим это нравится. Многие вот даже с опаской какой-то смотрят на тебя, то, что ты можешь их судить за какие-то их неправильные поступки. А ты это и делаешь. У тебя может произвольно, непроизвольно, может даже просто взглядом получается делать так, что они обижаются, но сами на себя, потому что вот у тебя есть такое, как ты как зеркалишь людей, и они иногда видят себя в этом зеркале такими, как они есть. Да, на самом деле, они такими приукрашенными, с фильтрами, как они бы хотели быть. Из-за этого они начинают на тебя злиться, с тобой где-то, может, даже ругаться или вот как-то с пренебрежением к тебе относиться. Ну вот прям лезут в ссору, знаешь, когда? Когда вот ты как зеркало, и они не с тобой ссорятся, а ссорятся сами с собой, да, с тем отражением, которое им не нравится. Они бьют по этому отражению, понимаешь, для того, чтобы не видеть этого, то, что ты им показываешь. У тебя такие вот звезда и мир, они такие очень сильные карты, когда вот получается, что
Вот эти вот люди, да, причем практически все, да, они хорошие люди, они за тобой идут, с тобой дружат, с тобой общаются, у вас очень много что такого хорошего, творческого получается, да. А есть такие, которые вот к тебе попробуют как-то подойти, и не то, что ты им не нравишься, да, они себя зеркалят в тебе. У тебя вот прям, ты знаешь, выглядишь как зеркальная ртуть, скажем так, да, и они видят на тебе свое отражение, понимаешь? И им это неприятно становится. Давай посмотрим еще, как к тебе относятся люди. Пятерка костей. Ты приносишь денежную удачу людям. Кубки, десятка кубков. Ты добрая. Дьявол. Ну, знаешь, дьявол и дурак выпадает. Ну, вот прям тут даже, я бы сказала, немножко ведьмовства. Ну, не может немножко, а может и немножко. Но дьявол и дурак, да? Это как первый старший аркан мага вот в сигилах и нулевой старший аркан. То есть, смотри, ты провоцируешь людей своим видом, своим отношением, своими словами увидеть самих себя. И они конфронтируют не с тобой. Вот это просто надо, девочки, запомнить, потому что вот смотрите, какие у вас карты выпали, да? Дьявол и дурак. Дурак конфронтирует не с тобой, он конфронтирует с дьяволом, который показывает им личину, собственную личину, когда они с тобой общаются. Вот это, девочки, крест, скажем так, который приходится иногда тянуть на себе. Хочется, чтобы люди хорошо к тебе относились, хорошо поступали по отношению к тебе. Но очень часто такие, знаете, подлости, они идут от подлых людей, от дешевок, которые не могут либо за тобой повторить, либо видят вот отражение себя в действиях. Им это начинает не нравиться, их начинает бесить. Поэтому, девочки, вот по этим картам, по дьяволу, по дураку, по звезде и по 21-му старшему аркану мира я вам одно могу посоветовать. Вот просто всегда пропалывайте свое окружение вот от сорняков, понимаете? Проходитесь там чем? Торнадо, грейдерами, вот кто разбирается. Надо все время пшикать вот свои газоны, свое окружение для того, чтобы вот эти сорняки, которые пытаются поселиться на вашей красивой лужайке, да, чтобы их не было. Потому что они будут мешать, они будут потом голос свой, крякать что-то. И чем выше сорняк, тем больше вам лопату в руки придется брать. Понимаете? Вот такой вот, мои дорогие, первый вариант. Держитесь. Второй вариант. Давайте посмотрим, как к тебе относятся окружающие люди. Смотри, есть враги у тебя. Десятка мечей, это говорит о том, что вот на тебя вот иногда смотрят как на врага. И вот я даже уже насчитаю, тут минимум два вот таких вот врага в конфронтации с тобой есть. Ну а почему они есть? Из-за денег. Да, у тебя как хотят деньги твои забрать, да, хотят, чтобы ты не училась, и чтобы ты либо не училась, не ездила куда-то или на чем-то, да. А знаешь, кто это? Рыцарь мечей, мужик выпадает, который хотел бы твоими деньгами завладеть. Маг, сила, девятка костей. Смотри, тут, девочки, тут какие карты выпадают вам. Выпадает то, что вам надо заниматься магией. Вам надо колдовать, вам надо и заговоры какие-то читать. Вам реально это надо, понимаете? Не просто так здесь эти карты пошли. И здесь выпадает маг, сила, да, паш выпал, паш кости, то есть у вас есть что-то, или то, что вам идет, то есть ваша какая-то такая, скажем так, денежная удача идет. Из-за этой денежной удачи у вас вот минимум вот эти вот два врага образуются. Возможно, они в разных вариациях, скажем так, все время у вас есть. Одни ушли, вторые появились. Почему? Потому что у вас вот прям как в руках денежная удача, которая хочет к вам идти. И вот почему-то все время возникают люди, которым больше надо, чем вам, понимаете? Вот это вот денежная удача.
Поэтому сейчас на вас, вот прям сейчас выпадает так, как смотрят на вас вот эти вот глаза ваших врагов, которые хотят у вас отнять ваше. Поэтому, девочки, маг и сила тут выпадает так, для того, чтобы разбить это. Я бы вам посоветовала, вот даже сейчас, смотря когда вы смотрите этот расклад, но если сейчас идет убывающая луна, да, я бы на вашем месте вот просто один очень легкий ритуал сделала, да. 4 свечки берете. Можно желтые, можно зеленые. Ну, черные не надо. Вот для того, чтобы у вас работал денежный канал. Берете 4 свечи, желтые или зеленые, и разогреваете их в руках, девочки, да, вот держите, возле тела можете подержать, да, чтобы они нагрелись, чтобы они теплые были. И делаете обычную просто скрутку, скручиваете эти 4 свечи, да, просто ставите вот в какую-нибудь, ну, не знаю, вот можно, вот у меня есть стеклянные такие подсвечники, есть, девочки, такие керамические большие, да, ставите, вот как факел, вот мне девочка прислала, кстати, факел такой, да, вот я его прожигаю для себя, но вам надо 4 свечи. Понимаете? Вот их прожгите тоже. И для того, чтобы вам это не мешало. Вам легче станет намного, намного легче станет. Ну, давайте еще тут разложим. Тут интересный какой-то вариант. И карты почему-то сразу начали показывать это. Хотя мне хотелось такой общий расклад сделать. Да? Как к тебе относятся люди? Как к тебе относятся люди? Как к тебе относятся люди? Двойка хазардов. Девочки хотят украсть у вас деньги. Вот реально. Туз костей и двойка хазардов. Двойка хазардов — это темные руки, которые тянутся к твоему какому-то кладу. Перевести, если на русский язык, это будет, что хотят у тебя что-то твое забрать. Луна, паж кубков. Вот опять сила это выпадает. Девятка кубков. Ой, девятка костей. Надо, девочки, побороться за свое. Вот прям тут карты говорят, что все-таки, ну, надо побороться. Не отдавайте никому ничего. В ближайшее время не давайте в долг вообще никому ничего. Кто бы у вас что ни попросил, перевести, там, например, одолжить, даже прям чуть-чуть даже не давайте. Вот на эту убывающую луну, пока она идет, да, или даже если вы смотрите этот расклад позже, на растущую, на полнолуние, на новолуние, неважно, да, вот пока луна не сойдет, в другую не превратится, да, лучше ничего такого не делать. Смотрите за своими деньгами, не верьте никому, понимаете, для того, чтобы сохранить свое. И дело в том, что здесь идет сила. Вам идет сила, которой надо воспользоваться. То есть, посмотрите, если вы занимаетесь магией, пожалуйста, делайте какую-нибудь магию именно для сохранения удачи, для развития денежного канала своего, да, и чтобы вас, например, никто не сглазил, и враг к вам не подошел. Очень много всяких ритуалов интересных. Вы можете любой, в принципе, адаптировать под себя, и ваша сила внутренняя, а она у вас огромная, 11-й старший аркан, она вам подскажет, что делать. Дело в том, что вот пятерка мечей, пятерка костей, как перетягивают, понимаете, у вас это. По луне это тот, кто прячется еще. Но я вам сказала, кто это. Мужчина, девочки, идет. Ну, давайте еще посмотрим. Как к тебе относятся люди. А еще знаете, как эти, кстати, могут проявляться? Они вам могут с каких-нибудь фейковых аккаунтах где-нибудь писать. Тоже вот не отвечайте, не пишите, не переходите по ссылкам, которые вам шлют и все такое. Ну что, давайте еще посмотрим, как к тебе относятся люди. Иерофант, паж костей, девятка кубков, шестерка. Вам, девочки, еще, знаете, какой-то будет сон, связанный с тем миром. То есть, скорее всего, вам где-то приснятся мертвые кто-то. Но эти мертвые приснятся уже, когда это все закончится. 14-й старший аркан. Типа, я приду и тебе скажу, когда это все закончится. То есть, когда вам приснятся мертвые, какой бы это сон ни был, были бы вы в мурашках, либо там хороший сон, либо не очень, да, просто знайте, Иерофант, 14-й старший аркан, все, и вам скажет, когда это закончится. Я так понимаю, что это не просто так здесь выпадает, мои дорогие, эти карты, да.
Я так думаю, что тут вы, скорее всего, вот магией занимаетесь, потому что здесь вот чувствуется, знаете, наработанная какая-то рука. Ваша рука, да, то есть у вас либо алтарь есть, и вы где-то ленитесь и заниматься магией, либо вот, ну, короче, вы очень хорошо можете работать по своему денежному каналу. Ну, давайте еще глянем. Как к тебе относятся люди? Рыцарь Хазардов. Сила. Девочки, сила выпадает третий раз. И с девятками выпадает, да? Забери. Забери у врагов, забери у колдунов то, что они пытаются от тебя оттянуть. И по 14 старшему аркану придет покойник, приснится, когда это все закончится. Я вам предлагаю вот не просто так. Пожгите свечи, пожалуйста. Если у вас нету свечей, ну, девочки, желательно, чтобы они были, да, особенно просто восковые свечи. Пожгите. Понимаете? Так вы перебьете вот какие-то работы, вот с глаза, вот эти руки оттянете, да, потому что они идут такие, как тени, тянутся к вам. От мужчины, девочки, идут. Именно от мужчины. Мужчина-завистник какой-то выпал. Хорошо, давайте еще глянем. Вот что-то мне тут хочется еще посмотреть. Хорошо, а просто как к тебе относятся люди, как они на тебя реагируют, кроме того? Тройка хазардов, паш кубков. Опять сила выпала, девочки, вам. Просто вот они, вот сейчас мне, знаете, как будто в темноте фары в глаза светят и слепят. И типа, посмотри, что я тебе показываю, посмотри, что я тебе показываю. Тут такой большой сигнал идет, чтобы у вас ничего не отобрали. Вот прям в ближайшие дни ни в долг не даем, да. Желательно вот отложите какие-то кредиты, не ведитесь вообще ни на что, для того, чтобы, ну, вот эти деньги никому не отдавать. Потому что как будто вот идет тут не то, что вот прям обман, да, просто, а как будто как враг, который щимит, да, для того, чтобы у вас как-то деньги забрать ваши. А сила, это выпадает вот прям, я как вижу, да, как свечи стоят и горят, свечи горят, стоят, и через эти свечи они не могут пройти. Понимаете, как заборчик. Поэтому предлагаю вам вот просто даже сейчас пожечь свечи, мои дорогие, либо позаниматься той магией, которой вы занимаетесь, но именно для удачи и для денег, да? И можно что-нибудь от сглаза. Такое, девочки, выпадает. Вот прям смотрите, как отодвинули от вас других людей, где мы просто хотим посмотреть, кто на кого смотрит, да, и показывает вот глаза тех, которые хотят у вас что-то урвать. Это первый круг от вас, понимаете? А мы потом перегадаем тоже. Сделайте что-нибудь, мои дорогие, не бойтесь, да. Хотя бы прервите вот эти непонятные общения непонятно с кем, да. Не торгуйтесь, сколько вам отдать и все остальное. Просто не отдавайте. Хотя бы 3 дня. Вот 3 дня выдержите, да, и вот у них это вот все спадет. И то, что вам покойник приснится, и вот прям будет какой-то такой сон, когда они скажут, все закончилось, да, и вы поймете это как-то. Как к тебе относятся люди? А я так думаю, знаете, а чё сон такой вот снится, да? А чё приснится такой сон с хазардами? Кто-то возле вас, вот как... Надо, короче, сделать это гадание, совет от покойных, да? Давно не занимались. Сейчас хорошее время для того это сделать. Ну, короче, знаете, мои дорогие, приснится вам потусторонний мир, да? Который скажет, все закончилось. Но для того, чтобы это все закончилось, и чтобы вы отбились от этого всего, да, пожгите свечи. Свечи как заборчик, а они не пройдут. Они испугаются даже вот этого огня, понимаете, возле вас. Вот этой вот плазмы, энергетики огня. И испугаются, не пойдут. Вот такой вот второй вариант. Третий вариант, давайте посмотрим, как к тебе относятся люди. Десятка костей. Хорошо к тебе относятся люди. Думают, что ты, знаешь, трудолюбивая, работящая, хорошая, бизнесмен, хороший работник, добрые глаза. Ну, люди возле тебя, они даже заряжаются какой-то от тебя энергией. Им как хочется жить. Им хочется там что-то делать, творить, да, даже когда и не хотелось. Как к тебе относятся люди? Колесница. А, Отшельник,
Пятерка кубков. В тебе работает какая-то родовая сила твоя, да, и как будто ты не одна, вас как двое. Ты и твоя тень, либо ты и твой род, ты, может быть, из близнецов, да, может, еще у тебя два имени, там, ну, короче, тут что-то такое двойное идет и у тебя, или это твой бес, или твой это ангел, хранитель, да, либо твой фамильяр очень сильный. И получается, что люди, они видят в тебе, вот, кстати, и такое вот ведьмовство тоже в глазах, как минимум, да. И им хочется с тобой общаться. В твоем поле у людей пропадает какая-то вот всхлипывание, даже какая-то депрессия, либо там э, плохое нервное состояние, оно уходит. И человек вот может, например, с тобой находиться, он может не понимать, что с ним происходит, но ему становится намного лучше. Лучше, потому что вот как под защитой себя тоже чувствует. Вот в этом круге, начерченном, да, солью или белым мелом, или еще, где безопасно. Да, то есть с тобою как-то безопасно. Смотри, десятка костей, с тобой безопасно. Выходишь из этого круга, небезопасно. Это, я бы даже сказала, даже ведьмовской расклад. Если, например, тебя кто-то пытается обидеть, тот получает все время, да, в лобешник, кто пытается быть не рядом с тобой, а против тебя, да, или кого ты отпускаешь, отталкиваешь от себя, обижаешься на кого-то, ну, короче, кто от тебя отходит сам и все остальное, там небезопасно, и они по отшельнику вот этому получают еще, как говорится, под хвост и очень сильно. Хотя ты даже можешь сама и простить, и к этому спокойно как-то относиться, да, но вот потом какие-то новости у тебя происходят, да, ты об этом понимаешь. Давай еще посмотрим, как к тебе относятся люди. Девочки, вот кто по третий вариант выбрал, занимаетесь ли вы знахарством? Потому что тут хорошие очень знахари, травники могут быть, да, то есть что-нибудь такое интересное, подбор там, например, амулетов каких-то, да, то есть у вас это очень хорошо работает. Вы как проводник вот силы являетесь. Давайте еще посмотрим, как к тебе относятся люди. Как к тебе относятся люди? Ну, как к ведьме относятся люди. И вот кого ты одариваешь, что ты получает, а у кого ты забираешь, что тот, как говорится, и мучается. У тебя легкая рука, ты очень справедлива. Женщины ревнуют своих мужей к тебе. А кто ревнует, кто злится на тебя, тот не знает, что делать, и вот тревога какая-то появляется. Солнце, кубки. Но ты в основном, знаешь, даришь любовь такую. Ты соединяешь даже людей. Ты очень много можешь понимать о других парах, да, как создаются пары. Кому быть вместе, кому не быть. А вот им надо быть, а им не надо быть, да. Тебе хорошо работать врачом, к примеру, да. м, Свахой. э, с тобой очень хорошо дружить, потому что вот все, что ты говоришь, оно не то, что там прям сбывается или не сбывается, оно все правда, да. Тут для ведьмы точно. Ну, такое, знаешь, знахарство больше. Вот есть, вот я как делю, да, ведьмы, целители, шаманы, да, вот именно вот знахарство, даже вот не целитель, это не совсем целительство, а знахарство, да. Знахарь, тот, кто знает, ведает. Давайте еще посмотрим, как к тебе относятся люди. Колесница. Сильная защита у тебя. Очень сильная колесница, солнце и умеренность, да. Это даже и карма твоя. У тебя очень богатый род, да, и ты можешь быть, кстати, очень богатой. Если ты сейчас не богата, ты либо будешь богата, даже у тебя никогда не будет такого состояния, что у тебя нету денег. Ты можешь думать, да, у меня нету денег, да, но на самом деле все время как-то тебе что-то вот подкидывает, либо ты находишь и все остальное. Клады можешь искать, или там вот ну, короче, что-то такое у тебя интересное идет. Тут в основном вот этот третий, он такой, знаешь,
полуведьмовской, но больше такой знахарский расклад здесь выпал. И люди к тебе относятся благоговейно, скажем так, да. И вот это вот врачевание твое, соединение сердец твое, да. Ну, и люди все время хотят тебя как благодарить за что-то, понимаешь? Они чувствуют, что они от тебя вот что-то получили, что ты их защитила как-то, да, вот такое ощущение идет. И они все время тебя хотят вот поблагодарить за то, что ты есть. Так что, девочки, такие дела. Развивайте свои соцсети, как минимум, да, и говорите вот всем такие добрые слова, когда даже вам не хочется, потому что для многих людей вот то, что вы скажете, оно будет прям очень важно-важно, понимаете, и критично для них, именно то, что скажете вы. Поэтому желательно даже вот если вы, скажем так, относитесь к обычным людям, да, давайте вот побольше таких вот наставлений, советов каких-то. Не то, что там навязываете свое мнение, а вот просто вот с легонца. И вот люди очень прислушиваются к вам. У вас это такое вот есть. Все, мои дорогие, вот такой вот был небольшой расклад. Люблю вас, целую, обнимаю. Пока-пока.